всем было ясно, но политически мыслящим людям, что, конечно же, китайцы попытаются сыграть на противоречиях между Советским Союзом и Америкой. Я должен сказать, что меня удивило тогда, что отношение к Америке у китайцев весьма благожелательное, лучше, чем отношение к нам. В день открытия стокгольмского чемпионата 15 марта советские хоккеисты встречались с американцами. Сборная СССР разгромила команду США со счетом 17-2. Об этом сообщило центральное телевидение. Советские болельщики ликовали. Но в том же выпуске новостей было и сообщение о том, что китайская армия начала второй штурм советского острова Даманский на Дальнем Востоке. В 10:10 утра с китайского берега начался артобстрел острова. 5000 солдат 24-го полка Народно-освободительной армии Китая начали операцию по захвату. Китайские командиры знали, что им противостоят не более 40 советских пограничников. Захват Даманского казался китайцам делом нескольких часов. В Пекине были уверены, что противник, как и 2 недели тому назад, не решится использовать в пограничном конфликте регулярные армейские части. Командующий Дальневосточным военным округом Олег Лосик ждал распоряжений из Москвы, но Кремль медлил. К 15 дня начальник погранотряда полковник Леонов все же получил подкрепление – 4 секретных танка Т-62. Штабисты спешно оформили их передачу пограничникам. К этому моменту Леонову уже было ясно, что ему остается только спасти раненых и прикрыть отход немногих уцелевших бойцов. Командиры машин не знали острова. Леонов занял место в головной машине и лично повел колонну на боевую позицию. «Заводи, пошли!» И все танки идут за ним. Он приказал. Пошли по льду и вокруг этого острова. И пошли по протоке. По протоке. Таким образом, танки находились буквально в каких-то 100 метрах от китайского берега, где в окопах сидели китайцы с противотанковыми ружьями, и они подбили тот танк, в котором находился Леонов. Подбили, он не мог двигаться танк дальше. Леонов стал сам выходить из танка через верхний люк. Через верхний люк. Китайцы сразили его. Жалко его. Пуля пробила полушубок, партбилет и вошла Леонову прямо в сердце. К 17 вечера силы пограничников были на исходе. С наблюдательного пункта командующему округом Олегу Лосику доложили, что командиры китайских подразделений поднимают своих бойцов в атаку, которая может стать последней. Он попытался связаться с Москвой, но Генштаб молчал. Распоряжение министра обороны армии в конфликт не вступать никто не отменил. Но генерал-полковник Лосик отдал приказ, который решил судьбу конфликта на Даманском. Залп артиллерии, минометов и установок «Град» обрушился на остров и за линию границы на китайский берег. Снаряды накрыли район, протянувшийся вдоль границы на 10 километров. Они уничтожили несколько тысяч солдат Народно-освободительной армии Китая, которые так и не успели вступить в бой за драгоценный остров, склады боеприпасов и технику. После ракетного и артиллерийского обстрела китайским генералам в районе Даманского командовать было уже неким. Пекин был уверен, что Кремль принял решение ввести в конфликт вооруженные силы. Китайские командиры прекратили операцию. Они даже не могли предположить, что командующий Дальневосточным округом Олег Лосик взял всю ответственность на себя. Ну, было известно об этом и в центре. В центре. Министр обороны спросил, что же вы понимаете, там надо жалеть снаряды. Чего вы понимаете? Снаряды не жалеете. Защитники Даманского в 2 боевых столкновениях на острове потеряли 58 человек. Тех, кто отстоял границу,
чтили как героев. Для президента США Ричарда Никсона военная агрессия Китая против СССР оказалась полной неожиданностью. Но госсекретарь Генри Киссинджер быстро сориентировался в новой ситуации. Он понял, что перед советско-американской встречей в верхах Мао Цзэдун испытывал на прочность авторитет Москвы. Если Брежнев поддастся на массированную провокацию и применит войска в пограничном инциденте за крохотный остров, то заставит усомниться в искренности своей позиции в процессе разрядки. Если же он даст захватить Даманский, под угрозой окажется военный престиж Советского Союза. Десятилетия спустя в мировой прессе все еще появляются слухи о неизвестном фантастическом оружии, которое СССР применил на границе с Китаем. Истина в том, что кроме секретных градов, лишь одно оружие не учел в своих планах Мао – мужество защитников Даманского. Тех, кто, не подчинившись приказу, на провокации не поддаваться, выполнил его вторую часть – не допустить крупномасштабного военного конфликта. Разрабатывая доктрину разрядки, Генри Киссинджер не мог оставить без внимания действия Мао Цзэдуна на границе с СССР. 2 года спустя произойдет то, что было немыслимо на протяжении десятилетий. В Пекине, где с 1949 года не было ни одного официального американского лица, встретятся бывшие враги – председатель Компартии Китая Мао Цзэдун и антикоммунист президент Ричард Никсон. Они договорятся об установлении дипломатических отношений. Вскоре КНР примут в ООН. Сейчас остается только догадываться, зачем, как в китайском иглоукалывании, Мао Цзэдун нанес точечный удар по крохотному клочку суши, исчезающему с глаз весеннее половодье. Во время визита в Пекин Никсон прочитал изречение Мао из его цитатника: «100 тысяч лет – это слишком много. Цени каждый день. Это твой день». Вряд ли американский президент до конца понимал истинные цели китайского вождя в тот день, когда его войска пошли на штурм Даманского. Правду об этом Мао унес с собой в мавзолей на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Но очевидно одно – ценой жизни десятков советских и тысяч китайских солдат стареющий великий кормчий вывел свою страну с мировой политической обочины. Он вмешался в игру Леонида Брежнева и Ричарда Никсона, которые начали конструировать мирное будущее для своих великих народов. После Даманского мир стал другим. Знаменитые рейды Виталия Бубенина войдут в учебники по военной тактике. Председатель КГБ Юрий Андропов лично поручит ему возглавить секретное подразделение для борьбы с терроризмом. В 1979 году подготовленные Бубениным бойцы знаменитой «Альфы» за 40 минут захватят неприступный дворец Амина в столице Афганистана. В 1991 году, после демаркации дальневосточного участка советско-китайской границы, на крупномасштабных китайских картах появится островок, обозначенный иероглифами Джиньбяо. Для тех, кто защищал его в марте 1969-го, драгоценный остров навсегда останется Даманским.